Бюджетный ноутбук на процессоре Intel i7-11390H 11 поколения, 16 гигабайтами оперативной памяти, 512 гигабайт внутренней памяти, лицензионный Windows 11, поддержка Wi-Fi 5 серии, большое количество портов, экран на 15,6 дюйма, стильный дизайн, и это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием Xiaomi Redmi Book 15E 2023 года. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в обыкновенной упаковке из плотного картона, на ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка также ничем не примечательна, в комплекте мы имеем переходник для вилки, адаптер для питания на 65 Вт, кабель питания с китайской вилкой, неплохую мышку, коврик для мышки, наклейки с русскими буквами для клавиатуры и, собственно, сам ноутбук. Тест на MacBook он провалил, к сожалению. Вес данной модели 1 кг 775 граммов, а габариты вы видите на экране. В целом он довольно компактный, учитывая диагональ экрана. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца это Poco X6 Pro, потом посмотрим, что будет актуально. Первый смартфон уже улетел. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своему каналу указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце месяца на стриме, присутствовать не обязательно, выиграете, напишу. Перейдем к ноутбуку. Начнем. Redmi Notebook 15E можно приобрести только в темно-серой расцветке. Дизайн модели простой, в то же время выглядит он хорошо. Корпус выполнен из матового пластика, да, корпус не металлический и качество материалов неплохое. Из элементов, которые бросаются во внимание, это зеркальная надпись Redmi с тиснением на крышке и по большому счету все. Далее на корпусе расположили один HDMI разъем версии 1.4, 2 USB-A порта 3.2 Gen 1, разъем для питания, предохранительный замок, разъем RG45 под интернет, один USB-A порт версии 2.0, один картридер с поддержкой карт SD, SD-HC и SD-XC, а также мини-джек на 3,5 мм. Круто, что есть разъем под интернет и картридер, но жаль, что нет хотя бы одного USB-C порта. Далее, клавиатура без цифрового блока, но не с урезанными стрелочками управления курсора. Подсветки нет, что опять же для бюджетного варианта неудивительно, с этим тоже можно мириться. Тачпад расположили по центру, размеры его 128 на 83 мм, реализован тачпад хорошо, он не имеет люфт или двойного дна. Палец скользит по матовому покрытию хорошо, под рукой во время набора текста не мешается, а что касается использования клавиатуры, то тут уже проблемы. Я сколько не пытался привыкнуть к ней, все равно не смог. Сразу отмечу, что встроенного сканера отпечатков пальцев нет, как и нет функции распознавания лиц. HD веб-камера Xiaomi Mi качеством в восторг не приводит, но для видеозвонков ее достаточно, что можно сказать и про встроенные двойные микрофоны. В принципе, работает главное. Механической или системной шторки приватности нет, и это плохо. Для вывода звука используются два стереодинамика по 2 Вт с поддержкой технологии DTS. Качество звука очень плохое, говорить о нем больше нечего. Летим дальше. Ноутбук оснащен TN дисплеем с диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD 1920 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 16 к 9, 8-битная матрица и частота обновления экрана до 60 Гц. Яркость по моим тестам на 100% в среднем 220 люксов, что для данного типа экрана в целом стандартно. Крышка с экраном откидывается на 150 градусов, рамки громадные, подсветка неравномерная. Засветы на черном фоне есть, искажение цвета есть, цветопередача плохая, а углы обзора около 90 градусов. На первый взгляд может показаться, что экран в целом неплох, но в использовании он у меня конкретно показал себя плохо. Для работы в офисе с текстовыми документами, презентациями, соцсетями и тому подобному, возможно, экраны нормальные, но лично я комфорта от экрана за время тестирования не ощутил, и если вы работаете с фотографией, либо с видео, радости у вас будет мало. Перейдем к железу. Процессор установлен Intel i7-11390H 11 поколения с 4 ядрами, потоками в количестве 8 штук, базовой частотой в 3,4 ГГц и 5 ГГц в разгоне. Кэш 3-го уровня на 12 МБ, за графику отвечает интегрированный чип Intel Iris Xe, за охлаждение один вентилятор. По памяти мы имеем распаянную оперативку DDR4 3200 МГц на 16 ГБ, а накопитель M2 Force XP 10000 на 512 ГБ. Его заменить можно, но вот ОЗУ расширить возможности нет. По связи поддерживается Wi-Fi 5 серии, адаптер Intel Wireless AC 9560, Bluetooth чип установлен в версии 5.2, и все скромно, но с другой стороны, в принципе, железо рабочее. Операционная система в стоке Windows 11 домашняя, первые дни были проблемы с активацией винды, но со временем активация прошла без вмешательства. Летим дальше. Емкость аккумулятора
аккумулятора 46 ватт-часов, 3090 мАч. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания у меня занимает в среднем 1 час 40 минут. За 1 час он заряжается до 70%. В PC-марке в тесте просмотр видео и Modern Office ноутбук выдал практически один и тот же результат в 7 часов 10 минут. По моим тестам у ноутбука автономность слегка меньше, около 5-6 часов. Я использовал его на 100% яркости по Wi-Fi и с 30-60% громкости динамиков. За 1 час просмотра видео на YouTube в этом сценарии на 100% яркости с 50% громкости динамиков уходит в среднем 16% заряда. За 1 час в игре Super Animal Royale уходит около 20-25% заряда. В остальных играх я тестировал его производительность только с подключенным питанием. Это не игровой ноутбук, но, к примеру, в CS2 в среднем он держал 45 FPS, в Apex 25, но с частыми просадками до 15 FPS. В целом поиграть можно и сильно ноутбук не перегревается, но радости у вас от этого будет мало. Перейдем к тестам. В Geekbench 6 в OpenCell Score 9951, в Vulkan Score 13748, Single Core выдал 1022, Multicore 4188, в Crystal Disk Mark результат не впечатлил, диск C чтение 1726 мегабайт в секунду и запись 926 мегабайт в секунду. Скромненько. Диск D чтение 1675 мегабайт в секунду и запись 929 мегабайт в секунду. Минусы: собран ноутбук плохо, пластик сильно проминается, нет Type-C, нет поддержки Power Delivery, пластиковый корпус, нет подсветки у клавиатуры, нет сканера отпечатков пальцев, нет шторки приватности, у веб-камеры неудобная клава и плохой экран. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она стабильно всегда радует, мало того, что это Redmi, ноутбуки Redmi всегда дешевые относительно. Вариантов у них много, но вы знаете уже, что за маленький ценник не всегда купишь конфетку. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Распродажа закончилась сегодня, там где был Poco X6 Pro по 21 тысяче, Poco X6 по 17, а Redmi Note 13 Pro 5 Plus по 23. Резюмирую, Xiaomi Redmi Book 15E 2023 года лично меня не впечатлил, даже с учетом цены его реализация должна была быть на класс выше. Засчитываем эту попытку от Xiaomi сделать супербюджетный ноутбук не очень успешной и будем ждать чего-то нового и более адекватного. От меня девайсу, как пользователю, нет, как человеку, который купил и продаст, точно дороже, да, а в остальном вы уже поняли, что себе лучше такое не брать. Добра и удачи вам, дорогие друзья!